Путин признал поражение, диктатор впервые заговорил о провале и за счет кого он планирует все вернуть. Китай теряет терпение, жесткий ультиматум Пекина может закончить войну. Шпионский скандал, грандиозный провал разведки, и теперь все знают, за кем на самом деле следил одиозный премьер-министр. Теракт в столице, атака на тех, кто сам должен спасать, беспрецедентный случай, власти в растерянности. Минус спецназовец Путина, российский политик закончил карьеру, едва ее начав, но сделал это довольно странным способом. Расскажем, каким именно. Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 24 марта. Теперь обязательно нужно досмотреть до конца, дальше только самое важное. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Путин признал падение экономики. Власти делают вид, что сюрприза нет, но когда падают производство, бюджет и доходы, это уже не плановое охлаждение, а тревожный сигнал. Тем более, что дефицит федерального бюджета всего за 2 месяца разогнался до 3,5 триллионов рублей. Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, да, у нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает. В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%. Правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, говорит Путин, но есть ли кому это продавать, эти безумные 0,5%? И дальше картина еще мрачнее. В прошлом году рост экономики уже почти сдулся, а теперь власти могут снова резать прогнозы и даже готовят сокращение расходов. Под нож, как сообщают источники, может пойти почти все, кроме войны и защищенных статей. То есть деньги заканчиваются, сырьевые доходы проседают, а дыры в бюджете становятся все шире. Громкое разоблачение, шпионский скандал, страна НАТО подглядывает за союзником, целая сеть разоблачена. Венгерский след уже не намек, а имя и звание. СБУ заявила, что раскрыла офицера венгерской военной разведки, который координировал агентурную ячейку в Закарпатье. Речь, по данным украинской спецслужбы, идет о Золтане Андре. Через завербованных людей он якобы собирал данные о ПВО, размещении украинских сил и настроениях в регионе. СБУ утверждает, что сеть начали раскрывать еще весной 2025-го, а 2 ее участников уже задержали. Самое токсичное в этой истории даже не только сама слежка, а способ работы. По версии следствия, куратор встречался с агентами в Венгрии, выстраивал сеть постепенно и использовал прикрытие для контактов и вербовки. И если все это подтвердится полностью, то это уже не просто шпионский скандал, а очень жесткий удар по и без того нервным отношениям между Киевом и Будапештом. Пугающие новости про венгерские власти никогда не идут по одной. «Не за себя прошу», говорят в Будапеште, и просят за друзей у друзей. Петр Сиярто просил помощи у Москвы, уже не только для Венгрии, по опубликованной журналистами-расследователями стенограмме. В 2020-м глава МИД Венгрии обращался к Лаврову с просьбой помочь союзникам Роберта Фица победить на выборах в Словакии. Премьер-министр Пеллегрини был здесь вчера и сказал нам, что если бы ваш премьер-министр принял его даже на полчаса, это было бы большой помощью для победы на выборах. Он сказал нам, что это гораздо важнее для общества, чем поездка в Вашингтон. Речь шла о встрече Петера Пеллегрини с российским премьером в Москве. Такой визит, по словам Сиярто, мог стать серьезным бонусом. В итоге ставка не сработала, но сам факт звучит странно. Министр страны ЕС якобы просит Кремль вмешаться в политическую игру у соседей. И все это на фоне другого скандала после публикации The Washington Post о возможных регулярных сливах деталей закрытых заседаний ЕС в Москву. Орбан уже приказал начать проверку. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Так что это происходит? Как вы думаете? Пишите в комментариях обязательно. К фестивалю угроз и ультиматумов присоединяется еще один грант мировой политики, и тут уже резко становится все серьезно. Дипломатический Китай, когда переходит на повышенный тон, это уже означает предел терпения. Пекин уже открыто бьет по тормозам и требует остановить войну вокруг Ормузского пролива. В Пекине заявили, если конфликт продолжит разрастаться, весь регион может сорваться в хаос.
Если конфликт продолжит расширяться и усиливаться, весь регион окажется в неуправляемой ситуации. Применение силы приведет лишь к порочному кругу. Китай настоятельно призывает вовлеченные стороны немедленно прекратить военные операции, вернуться к диалогу и переговорам и предотвратить дальнейшее продолжение этой войны, которая, во-первых, никогда не должна была начаться. И это не просто дипломатическая фраза. Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых потоков нефти и сжиженного газа, а война уже бьет по энергетической инфраструктуре и судоходству. На этом фоне Китай фактически дает сигнал и Вашингтону, и Тегерану. Еще один шаг в сторону эскалации, и кризис может стать уже не ближневосточным, а глобальным. И Трамп вроде даже соглашается, говорит, хорошие были переговоры, может и война скоро закончится. А как думаете вы, закончится? Фридрих Мерц попытался притормозить Трампа. Канцлер Германии заявил, что накануне говорил с президентом США и выразил тревогу из-за возможных ударов по иранским электростанциям. И уже на следующий день Трамп взял паузу на 5 дней и открыл возможность для прямого контакта с руководством Ирана. Для Европы это, похоже, редкая передышка в момент, когда конфликт мог рвануть еще сильнее. Я действительно вчера разговаривал по телефону с президентом США. Я делаю это регулярно. Разумеется, мы также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Я выразил ему свою обеспокоенность и благодарен ему за то, что сегодня он сказал, что откладывает это еще на 5 дней и теперь также открывает возможность немедленного и прямого контакта с иранским руководством. Но главное здесь даже не сама пауза, а то, как нервно Европа ловит каждое движение Вашингтона. И ближайшие 5 дней могут решить, будет ли это окно для сделки или просто короткая остановка перед новой эскалацией. Трамп готов поднять ставки уже и внутри США. Он заявил, что может ввести Нацгвардию в американские аэропорты. Reuters пишет, что в понедельник миграционная служба и сотрудники Homeland Security Investigations госбезопасности начали развертывание в 14 аэропортах, чтобы помогать с проверкой документов, охраной зон и потоком пассажиров. Я хочу поблагодарить миграционную службу, потому что они вмешались очень-очень решительно. Они справятся отлично. А если этого будет недостаточно, я введу Национальную гвардию. Мы не позволим демократам разрушать нашу страну. Эти люди самые разрушительные, больные люди, демократы. Но главное напряжение в другом. Трамп дал понять, что рассматривает все силовые варианты. Формально власти говорят, что речь не об иммиграционных рейдах, а о подмене провисающей системы безопасности. Ужасный теракт в столице, взрывы и поджоги и шок у населения. В Лондоне не просто подожгли машины, под удар попала еврейская община. В районе Голдерс-Грин ночью сожгли 4 автомобиля службы скорой помощи. Полиция сразу рассматривает это как преступление на почве антисемитской ненависти. Огонь был такой силы, что в машинах взрывались баллоны, а в соседнем доме выбило окна. Жителей ближайших домов пришлось эвакуировать. Это чудовищная антисемитская атака. И, конечно, мои мысли, думаю, мысли всех нас сейчас с теми, кто находится поблизости, с жителями, которые вполне понятно очень встревожены, и с еврейской общиной по всей стране, которая глубоко обеспокоена. Сейчас полиция ищет 3 подозреваемых и усилила патрулирование района. И здесь особенно страшна сама цель. Били не по власти и не по символам, а по тем, кто спасает жизни. Российский политик закончил свою военную карьеру, хотя всякую другую тоже закончил. На войну и сразу в могилу, даже не доехав до фронта. Бывший глава молодежного крыла партии «Родина» Владимир Локтюшин ликвидирован всего через 10 дней после подписания контракта. По данным Z-каналов, удар пришелся по учебному центру, где он находился. И самое жесткое и интересное в этой истории то, что, как утверждают сами же провоенные паблики, цель могли вычислить по его собственным публикациям в соцсетях. Локтюшин активно выкладывал детали службы, путь в военкомат и даже документы с указанием места пребывания. То есть человек, который когда-то строил движение «Тигры Родины» и называл себя частью спецназа президента, в итоге, похоже, сам же и засветил точку удара. История вышла почти символическая. Пропаганда войны закончилась смертью еще до настоящего фронта. Следить за россиянами хотят уже не просто вручную, а машиной. В МВД призвали ввести тотальный ИИ-контроль за высказываниями в интернете по образцу Китая. То есть система должна сама искать радикальный контент, неправильные мнения, панические реплики и все, что власть сочтет деструктивным. Более того, платформы искусственного интеллекта по этой логике должны будут не только чистить контент, но и сдавать людей силовикам. И это уже не выглядит как теория на будущее. Власти давно закручивают цифровые гайки, глушат интернет, усиливают слежку и все
все чаще говорят о контроле над онлайн-коммуникацией. Теперь под ударом может оказаться вообще любое резкое слово, критика или неудобный вопрос. То есть речь уже не только о цензуре, речь о попытке построить цифровую систему страха, где за тобой будет следить не человек, а алгоритм. Ну а мы предлагаем вам выход. Мы разработали решение, которое позволит оставаться на связи безопасно и стабильно. Собственный VPN. Вселенная закрывается. Содержать эту вселенную оказалось слишком дорого и бессмысленно. Речь не идет об апокалипсисе, хотя как знать. Речь о грандиозном, эпохальном проекте создателя Meta. Метавселенная Цукерберга сгорела на $80 миллиардов. Компания закрывает Horizon Worlds, один из самых дорогих и амбициозных провалов в истории компании. Платформу уберут из магазина уже в конце марта, а поддержка на Quest закончится к середине июня. Когда-то это называли будущим интернета, по факту проект так и не вытащил даже нормальную аудиторию. В месяц туда заходили только несколько сотен тысяч человек. Теперь у Meta новый культ – искусственный интеллект. После провала Horizon Worlds компания начала резать VR-направление, уволила 1500 сотрудников, закрыла студию, урезала бюджеты и свернула контент в купленном за $400 миллионов сервисе Supernatural. От самой виртуальной реальности Meta полностью не отказывается, но главный разворот уже очевиден. Если раньше Цукерберг продавал людям жизнь в метавселенной, то теперь заливает десятки миллиардов в ИИ и дата-центры. Умер человек, который превратил OnlyFans в золотую машину интернета. В возрасте 43 лет скончался Леонид Радвинский, владелец платформы и крупнейший акционер ее материнской компании. Как сообщили OnlyFans и Reuters, причиной стал рак. Для широкой публики он всегда оставался почти невидимкой, но именно при нем сервис взлетел в мировые топы и начал приносить миллиарды. Радвинский родился в Одессе, позже переехал в США и в 2018 году купил компанию Phoenix International, которой принадлежит OnlyFans. За последние годы он стал одной из самых закрытых и влиятельных фигур цифрового бизнеса. Теперь эта история звучит особенно резко. Человек, который заработал состояние на новой интернет-эпохе, ушел в 43 года после долгой борьбы с болезнью. А в прошлом выпуске мы говорили о серии взрывов в пригороде столицы. Подозреваемый уже задержан, но кто его завербовал? Президент объявляет неожиданное перемирие, но долго ли оно сможет протянуть? Горит главный нефтяной узел, но под угрозой не только нефть, но еще одна отрасль, которая просто может перестать существовать. НАТО тем временем идет на крайние меры. Поддержка союзников висит на волоске. И развилка жесткая. Либо альянс втягивается в войну, либо трещина внутри может стать расколом. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже вечером.